Привет всем, меня зовут Маша. Как ваше новогоднее настроение? В календаре с сумасшедшей скоростью летят числа. Скоро будет замечательный этот наш праздник, Новый год. Его ждут не только дети, но и ты, и ты, и ты. Да-да, я-то знаю. Ты хорошо себя вел? Ведь Дед Мороз должен подарить тебе подарочек. Недавно я была в магазине, и у меня было такое чувство, как будто я была в муравейнике. Просто люди начинают усиленно готовиться к Новому году. А ты готов? Наверняка многие люди уже поставили елку, нарядили ее своими игрушечками, зарядили атмосферой новогодней свою комнату. Но если этого мало, то обязательно посмотри это видео, потому что это новогодний DIY, а это значит, что нужно быстрее его смотреть. Ну все, смотрим! Еще расскажи друзьям про это видео, пусть тоже посмотрят. Ну все, смотри. Привет, нам понадобятся коробки. Много коробок. Придаем им нужный вид. Почти готово. И вот она. Кстати, коробки я взяла в магазине. На меня очень странно посмотрели, когда я попросила очень много коробок. Вот кошка знает толк в них. Пританцовываем. А вообще нам понадобится резак и скотч. Ищем начало. Где оно? A few moments later. Вот же оно. Склеиваем коробочки. Ну, нормально склеиваем. Вы поняли, да? Может, у вас получится все-таки лучше? По названию вы, наверное, уже поняли, что мы делаем камин своими руками. Да-да. Склеиваем все части между собой. Проверьте заранее, чтобы у вас было много скотча, а не как у меня. Хорошо подготовилась. Выход есть всегда. Вот это красота! Обязательно проверьте его надежность. Вот и сломался свинкин домик. Склеиваем хорошо верхнюю часть. Измеряем размеры сторон нашего камина. Берем обои. Отмеряем нужный нам размер. И отрезаем. Приклеиваем боковую сторону камина. Хорошо приклеиваем. Ага. Чтоб шикарненько было. Приклеиваем другую сторону, и я, кстати, додумалась перевернуть камин. Но также удобней. Измеряем внутреннюю часть камина. И также отмеряем и отрезаем наши обои. Отложим внутреннюю часть и начнем клеить переднюю. Фасад, как говорится. Отрезаем лишнее. И, конечно же, приклеиваем это все. Кстати, будет хорошо и намного лучше, если фасад будет цельным, не как у меня. Дальше я склеиваю вторую часть камина. Вот он почти готов. Приступаем к внутренней части. Мы их уже вырезали, осталось только склеить. Следующими склеиваем боковые части. После снова берем картонку. Это будет стенка нашего камина. Обклеиваем ее обоями. Приклеиваем ее, и наш камин готов. И украшаем его как хотим. Создавайте вокруг себя волшебство, и у вас обязательно все будет случаться.
получился из подручных материалов, то есть ради него я в магазин вообще не ходила. Хотя нет, ходила, я же коробки брала, точно. Поздравляю я вас с наступающим Новым годом! Желаю вам, чтобы ваши мечты осуществились, цели были достигнуты. И, кстати, если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Чудесных вам выходных! Ну все, до скорой встречи, пока!